Птица счастья. Сказка. Я расскажу вам чудную историю. Хотите верьте, хотите нет, но живет в нашем дремучем краю невиданная птица. Мало кто ее видел, а кто видел, тот боится рассказывать, бережет свою удачу. Я же вам расскажу. Наша северная птица счастья особенная. Она настоящая. Мороза не боится, ноги лохматы, когти крепкие, клюв большой и острый, сама глазаста и горласта. Если крик в тайге услышишь, знай, где-то рядом опасность. Если на глаза тебе не показывается, то это значит, что она не хочет помочь, просто не доверяет тебе. Если же эта птица на какой дом сядет хоть на минутку, то в том доме все счастливо заживут. А если вдруг над головой пролетит, то явно человек везучим становится. Поймать же ее никому не удавалось, уж очень волю любит она, да осторожно. Никогда к человеку завистливому и злому птица не подлетит. А уж кто нечестным путем на жизнь зарабатывает, то и подавно. На одной лесной заимке работала группа ссыльных каторжников. Работа тяжелая, ручная, лес валить да сучки обрубать, бревна на себе из леса вытаскивать и на дрова распиливать. Что тут говорить? Люди надрывались, порой и гибли. Кормили скудно, одевали плохо, а морозы в наших краях под 60 градусов давили. Бывало, мужики на ходу падали, так и замерзали. Начальству что? Спишут человека, да и все. Нет у них прав, арестанты ведь. И случилось такое дело. Парнишка молодой, когда дерево валил, попал под большие сучья, да так глубоко провалился в снег, что его и не видать было. К тому же по голове получил сухим суком. Короче, пропал парень. Яшка его звали. Веселый такой балагур. Не стоит даже и доставать его. Решили на завтра оставить, вечерело уже. Ушла бригада, Яшка же, очнувшись, осторожно выполз из своей берлоги. Оглянулся, темень вокруг, в небе звезды горят, мороз трещит и ни души. Подумал Яша, что делать-то? До своих идти далеко, а темень хоть глаз выколи, дороги не найти. А к реке по тропе можно пройти, на тракт почтовый выйдешь, глядишь и подберет кто. В те далекие времена в наших местах ездили только на лошадях. Пошел парень к речке, по дороге петь стал громко, чтобы не так страшно в лесу было. Но в темноте все равно сбился с пути и заблудился. Вдруг впереди шагов на 100 увидел он свет. Что-то светилось и переливалось огненными сполохами на ветке большой лохматой ели. Парень руку протянул, и вот чудо, тепло по руке пошло, жарко ему стало. Глядь, а возле него на снегу птица сидит и золотым глазом на него смотрит. Нет, не дикая какая, а просто царь-птица. Перья ее отливают и синевой, и золотом, на шее пунцовые перышки, а у головы сережки серебрятся. У птицы были огромные крылья и красивый оранжевый хвост. Никогда раньше Яша не видал такой красоты. А птица, кивнув ему головой и взмахнув крылами, полетела медленно и плавно, словно указывая дорогу. Как завороженный вышел Яшка на почтовый тракт. Царь-птица взлетела в небо, сделала над ним круг и уронила свое золотое перо. Паренек поднял птичий подарочек, и тут увидал, что едет почтовая карета. Извозчик и довез его до острога, где наш Яшка приписан был. Но и тут оказалось, что в этой самой почте лежало письмо об его освобождении досрочном.
Домой парень не поехал, остался в близлежащем поселении, построил себе дом, на конек крыши водрузил деревянную птицу, похожую на ту, что видел в лесу. Яша удачно женился, и народилось у них с женой много ребятишек, 10 или 12, не помню уже. От его семейства целая деревня пошла, Яшкина стало быть. А потомки его по сей день здравствуют и передают из уст в уста сказания о чудесной птице счастья. Перышко которой получают по наследству.